Добрый день, друзья! Отшумел большой праздник 8 марта, и у меня появилось 3 новых орхидеи. Если смотрели последний праздничный обзор, ссылку на него оставлю в правом верхнем углу экрана, то вы видели, сколько было красивых орхидей. Их и сейчас осталось очень много. Конечно, самые вкусные орхидеи, их разобрали. И кто-то задавал вопрос, где вы купили клубничный пирог? Это был не последний обзор, а 27 февраля. Это тоже уже предпраздничные поставки. Вот там мне и попалась эта красивая орхидея. У меня есть черный медведь, орхидея, не биглип, а просто черный медведь. И мне так хотелось в пару к медведю купить клубничный пирог. Мне просто повезло. Но, кстати, вот так было обидно 27 февраля, когда мы снимали, было столько орхидеи бронзовый Будда, очень много, наверное, с десяток. И был один белый Будда. И как-то так получилось, что мы их не сняли. Но сейчас поставлю фотографии их. 2 орхидеи, белую и бронзовую, купила одна из моих подписчиц. Мы очень часто встречаемся с ней на обзорах. И прислала мне фотографии этих орхидей. У меня есть и та, и другая орхидея. Белого Будду я вам показывала, а бронзовый находится там в глубине. Он там цветет. Эта орхидея у меня 2-й год. Цветет прекрасно, растет. Ну, а я приобрела 2 орхидеи. Знаете, было очень приятно. Я с Леруа сотрудничаю 4-й год. И сама там группу создавала. И очень часто встречаюсь со своими подписчиками на разных обзорах. И мне было так приятно получить в подарок от Леруа орхидеи. Вот эта орхидея. Это пират Пикати. Это бабочка. Неожиданно, приятно, волнительно. Ну, просто праздник мне девочки устроили. Но снять мы это не успели. Никто этого не ожидал. Поэтому Миша с камерой пошел в одну сторону, а я в другую. Где и получила, собственно говоря, этот подарок. Но это было очень приятно. Спасибо большое, Леруа. А еще 2 орхидеи, конечно, я приобрела сама. Вот эта орхидея запала мне в душу еще в прошлом году. Я ее увидела тоже в поставках на 8 марта. И она была всего одна. Но ее увидела и купила моя подписчица. В обзоре я ее показывала. Это «Поцелуй королевы». И вот я все время о ней помнила, и когда увидела, купила, конечно, в любом состоянии. Неважно, есть у нее корни, там, завяли у нее цветы, опадают у нее бутоны, есть ли на ней какие-то пятна. Я чаще всего покупаю орхидеи, у которых есть какие-то изъяны, неприятности, листья не совсем здоровые. И вот на этой орхидее, вот смотрите, на листе есть вот такое отверстие. Но и листики были, вот видите, немножко другой цвет у листика, но это может быть от перевозки из-за того, что она была в темноте. И вот здесь непонятные тоже какие-то пятна. Небольшие, но они есть. И еще одна орхидея, название я, к сожалению, не знаю. Корней и у той, и у другой немного в горшке. И грунт очень влагоемкий. Это кокосовые чипсы плюс торф. Треснувший лист, черное пятно. Еще одно черное пятно. Вот здесь непонятного вида. Ну, это просто отверстие. Вот там тоже на листе отверстие.
В общем-то, не все так хорошо, как хотелось бы. Но это биглип, орхидея красивая, название не знаю. И после 8 марта я сделала видео, где рассказывала, как поступить с орхидеей после покупки. Там, конечно, масса вопросов. И действительно, я забыла вам рассказать, как поливать орхидею и когда снять упаковочный пакет. Вы знаете, что чаще всего мы покупаем в таких больших целлофановых пакетах. И если это зима, вы принесли орхидею упакованную в магазине, очень аккуратно несли, не заморозили, то вот этот пакет, который находится прозрачный на орхидее, нужно снимать, ну, хотя бы через 6-8 часов. Это зимой. Если вы вечером принесли орхидею, можно снять его утром. Почему? Все равно, как бы вы ни упаковали орхидею в магазине, вы несете ее по холодному воздуху. И вот для того, чтобы сравнялась температура, потому что приносите орхидею, у нее листья очень холодные, сравнялась температура в пакете и в вашем помещении, вот мы для этого оставляем орхидею в пакете на какое-то время. Вот когда мы почувствовали, что листики стали теплые, тогда можно снимать этот пакет. И когда орхидея стоит в пакете, очень часто видно, что вот в таком влагоемком грунте, да и в любом грунте в коре, бывают летают грибные комарики. У меня есть видео про грибные комарики, оставлю вам ссылку в правом верхнем углу экрана. И вот если вы выявили или увидели, что в пакете летает грибной комарик, когда вы снимаете пакет, вы сразу делаете обработку от грибных комариков. В видео я рассказываю, какой спрей прекрасно убивает этих грибных комариков. Но не грибных комариков, а их личинки. Это первое. А если вы купили орхидею не в зимнее время, не в весеннее, не в холодное время года, а летом, то температура что на улице, что в помещении, она одинаковая. Если хотите, час-два подержите орхидею в пакете. Но как-то мне писали, я неделю держу орхидею в этом пакете. Да нельзя ни в коем случае, потому что в пакете сохраняется влажность. А чаще всего мы покупаем вот такие влажные горшки. Вот видите, еще до сих пор не просохли. С влажным грунтом. И когда нет движения воздуха, этот пакет способствует загниванию корней и загниванию шеи. Так что в любом случае через 12, может быть 15 часов, если у вас и в помещении прохладно, нужно пакет обязательно снять. Когда я начинаю поливать такие орхидеи и чем? Я уже показала, что корни у всех орхидей влажные. Грунт очень влагоемкий. Конечно, я буду ждать, пока просохнут и корни, и грунт. Когда корни станут серебристыми, где бы вам это показать, ну вот на любой орхидее, вот такие серебристые корни я увижу в горшке, только после этого я поливаю орхидею в горшке по краю горшка. То есть набираю вот так грушей воду и вот так, ну чуть-чуть у меня есть тут водички, вот так по краю горшка поливаю орхидею. Количество воды, которое я беру, я не измеряю. Ни 100 мл, ни 50, ни 150. У меня есть поддоны, в которых стоят орхидеи. Вот одни поменьше, другие побольше. Если поменьше, вот смотрите, они вот сейчас будут видно, что они разные. Если поменьше, наливаю полный поддон воды, но наливаю по краю, чтобы вся вода вытекала в поддончик, и в поддончике остался вот такой маленький полный поддончик воды. Маленький поддон диаметром 13 сантиметров. Этот чуть больше, по-моему, 16. Ну, не утверждаю точно, но кажется, что так. Здесь наливаю чуть меньше воды. Вот в такой влагоемкий грунт за час вся вода впитается. Если у вас орхидея посажена только в кору,
Ну, может быть, питается за 2 часа. После 2 часов можно вылить. Если вы поливали орхидею с утра, то можно оставить до вечера. Но на ночь все равно вылить воду, если она не впиталась в грунт. Это то, что касается полива. Теперь то, что касается обработок. Ну, видели, что у одной орхидеи очень проблемные листья. И вот такие черные пятна. Ну, про зеленое мыло я уже говорила. Но можно протереть такие пятна, потому что нужно полечить орхидею фитолавином, не разбавленным. Можно протереть листья. Но последнее время мне нравится опрыскивать орхидеи. Не показываю вам название, потому что раствор налит в другой флакон. Но это хлоргексидин. Самое простое средство, которое продается в аптеке. Просто мне здесь очень нравится опрыскиватель. Я опрыскиваю листья хлоргексидином. Помните, что орхидеи стоят на карантине. Вот, увидели черные пятна? Протерли, опрыскали. Но мы же всегда любим еще опрыскать и от вредителей. Видим мы их, не видим. Вот есть такие паникеры, которые говорят, но это обязательно нужно. Если вы относитесь к этим паникерам, ну, конечно, все в кавычках. Если вы боитесь, что вы принесли какого-то вредителя, во-первых, очень внимательно осматривайте вот так все лепестки. Здесь любит прятаться мучнистый червец. Трипс, ну, не всегда можно на новой орхидее разглядеть трипса. Но щитовку, ну, ее элементарно увидеть, это такой нарост на стволике или же на листиках. И мучнистый червец, и щитовка оставляют такие сладкие брызги по листьям. Чаще всего это на обратной стороне листа, но если много из щитовки и мучнистого червеца, то будет на этой стороне листа не просто капельки, вот, которые висят по краю листика, а рассыпанные такие брызги. Размазанные. Но они не всегда размазанные, но вот как будто так прыснул водой. Но они липкие, сладкие и очень сильно прилепленные к листу. Если вы действительно хотите опрыскать орхидею от каких-то вредителей, то я бы рекомендовала сделать это биокилом. Потому что в инструкции этот препарат действует как на клещей, так и на трипсов. А если на трипсов, то сюда же входят и мучнистые червецы, и щитовки. Но если вы увидели или щитовку, или мучнистого червеца, обязательно руками, ватным влажным диском уберите их обязательно. Трипса вы не догоните, скорее всего. Но опрыскать можно. Разводите его по инструкции. Вот здесь есть инструкция, как разводить. Выбираете комнатные, цветочные, горшечные растения, пересчитываете дозировку, какая вам нужна, и опрыскиваете. Но если увидели, если действительно увидели, то обработку надо делать не одну, хотя бы несколько. Да, многие пишут в комментариях, что вот такой-то препарат, всего одна обработка. Но никогда у меня не получалось ни одним препаратом сделать всего одну обработку и избавиться от какого-то вредителя. Есть разные стадии развития любого вредителя. И не всегда препарат действует на яйца вредителей. И вроде бы как вы опрыскали, и живых нет, но яйца развиваются не сразу. Это вот как куриное яйцо, оно питается внутри, когда цыпленок растет, так и клещи, трипсы и все остальные. У наших вредителей другая оболочка у яйца, но не всегда препараты проникают сквозь эту оболочку. И через какое-то время вы опять получаете популяцию или трипса, или мучнистого червеца, или щитовки. А щитовка еще и своих деток защищает панцирем.
Поэтому, если увидели, это борьба. Если на всякий случай, то один раз. Некоторые вредители вырабатывают резистентность к препаратам. То есть следующее поколение вы этим препаратом уже не сможете победить. Особенно клещи. У них резистентность вырабатывается, как у тараканов. Ну, чем-то они и похожи. Ну, в общем, мне очень бы хотелось, чтобы у всех новых купленных орхидей не было никаких вредителей. Все они были здоровы, долго цвели. Потом, когда они отцветут и начнут расти, мы их обязательно с вами пересаживаем и ждем нового цветения. А сейчас до новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Семочка, до новых встреч. Конечно, увидимся.